В 2002 году камера на конце тонкого робота прошла сквозь отверстие, просверленное в каменной двери глубоко внутри Великой пирамиды. До этой двери робот добирался долго. Он полз вверх по каналу шириной с ладонь, около 20 сантиметров в поперечнике, больше 60 метров сквозь сплошную кладку. Ход такой узкий, что человек в него не протиснется. Работать может только машина размером с обувную коробку, с фонарем и камерой. И весь путь она проходит вслепую, на ощупь, разматывая за собой кабель. Ход упирался в плиту известняка с 2 медными штырьками, которую нашли еще в начале 90-х, когда немецкий инженер Рудольф Гантенбринг впервые загнал в шахту маленькую гусеничную машину. Тогда добрались только до плиты и остановились. Спустя годы сквозь нее просверлили отверстие. За плитой ждали пустоту или тупик, а камера показала еще одну дверь. Затем, как сверло входит в древнюю дверь, в 2002 наблюдали в прямом эфире сразу в нескольких странах. Люди сидели у экранов и ждали, что вот-вот откроется тайна фараонов, а вместо разгадки получили новую загадку. Прошло еще 9 лет, и другой робот с камерой, которая умеет заглядывать за угол, прошел дальше и снял то, чего человеческий глаз не видел 4500 лет. Та же камера впервые показала обратную сторону двери. Гладко отполированный камень и 2 медных штырька, концы которых загнуты в петельки. Для простой заглушки от мусора слишком старательно. Изнанку этой двери кто-то обрабатывал, хотя за нее не должен был заглянуть никто. На полу маленького пространства за ней прочерченные красной охрой линии и несколько знаков. Часть из них египтологи читают буднично, как пометки строителей. Кто-то даже разобрал в них записанную длину самого хода – 121 локоть. Может быть, так и есть, но за этой камерой стоит вторая плита, и что за ней, не знает никто до сих пор. Сотни метров сквозь скалу, запечатанная дверь, за ней еще одна, и все это внутри здания, которое 4000 лет считали просто огромной могилой. Если это могила, то страннее всего в ней не пустой саркофаг, а сами ходы, узкие, тщательно нацеленные, ведущие в толщу камня и никуда не выходящие. Зачем гробнице такое? Чтобы это понять, надо вернуться на 4500 лет назад и посмотреть на здание так, как смотрели те, кто складывал его из камня. Самое простое объяснение лежит на поверхности, и почти всю историю оно всех устраивало. Это гробница. Фараон Хуфу, каменный саркофаг, погребальная камера в сердце горы известняка, миллионы блоков, поднятые ради того, чтобы упокоить одного человека так, как не хоронили никого до него. Версия стройная, и она даже кое-чем подкреплена. Соседние, более поздние пирамиды и вправду служили усыпальницами. Там находили саркофаги и следы погребений. Стройка заняла десятилетия и труд десятков тысяч человек. Под такую могилу, казалось, не жалели ничего. Так что предполагать то же самое про Великую пирамиду было разумно. У этой версии только одна проблема – сам камень. Стены Великой пирамиды ориентированы по сторонам света с точностью, которая для гробницы не нужна вовсе. Грани отклоняются от истинного севера меньше, чем на 1/15 долю градуса. Магнитная стрелка обычного компаса при легкой помехе ошибается в несколько раз сильнее. И ведь в те века у самого полюса неба, в отличие от наших дней, не стояло ни одной яркой звезды указателя. Как строители нашли север с такой точностью, спорят до сих пор. Основание – квадрат со стороной около 230 метров, выровненный по горизонту с расхождением в считанные сантиметры на всю длину. Больше 2 миллионов блоков, общий вес – порядка 6 миллионов тонн. И все это положено так, будто строители боялись ошибиться не на метр, а на волос. Красотой такое не объяснишь. Гладкая облицовка, которая делала пирамиду нарядной, давно осыпалась и растащена, а вот ориентация по звездам осталась на месте. Погрешность в 1 градус превратилась бы в ошибку на 1000 лет, если по зданию когда-нибудь пришлось бы сверять небо. Эту погрешность почти убрали. Случайно так не выходит. Чтобы человека похоронить, такая точность избыточна. Груда камня удержала бы саркофаг и при куда более грубой работе.
К тому же сам гранитный саркофаг в верхней камере шире, чем проход, ведущий к ней. Его не пронесли внутрь, его поставили на место еще в ходе стройки, а стены подняли уже вокруг. И этот саркофаг пуст. Нет тела, нет росписи на стенах камеры, нет надписей, нет имени владельца. Ничего из того, чем египтяне обычно покрывали настоящую усыпальницу изнутри до последнего локтя. Пустой ящик в голой комнате, внутри самого выверенного сооружения древнего мира. Пустота сама по себе еще ничего не доказывает. Гробницы грабили тысячелетиями. Тело и сокровища могли вынести задолго до первых ученых. Но ограбление не объясняет, почему на стенах нет ни единой надписи, ни имени, ни картины загробного пути, того, что грабителю уносить незачем, и что есть в других царских усыпальницах. И уж точно ограбление не объясняет, зачем ради могилы выверять грани по звездам до волоса. Точность становится понятнее, если посмотреть на 3 пирамиды Гизы разом. Они стоят не как попало. 2 крупные вытянуты вдоль одной линии, 3 поменьше, сдвинута с нее в сторону. И все 3 развернуты от севера одинаково, чуть против часовой стрелки. Один и тот же способ разметки, хотя строили их разные фараоны и в разные правления. Отдельными, не связанными между собой стройками это не выглядит. Больше похоже на общий план, к которому возвращались 3 поколения. Мало того, крошечные различия в их развороте меняются от пирамиды к пирамиде так же плавно, как плывет небо. И по этому сдвигу исследователи даже пробуют определять, в каком веке какую из них ставили. Прочитаем этот замысел так, как предложил в конце 20 века инженер и исследователь Роберт Бьювелл. Поднимите глаза к ночному небу и найдите 3 звезды, которые египтяне называли поясом созвездия Сах, а мы зовем поясом Ориона. 2 из них яркие и стоят почти в линию – Аль-Нитак и Аль-Нилам, а 3 – Минтака, слабее и чуть отходит вбок. Тот же рисунок, что у пирамид на Земле. 2 в ряд, 3 сдвинута. И пропорции держатся. Самая крупная пирамида отвечает самой яркой звезде, средняя – средней, меньшая – самой слабой. Я бы тут не спешил падать со стула. В любом большом сооружении, если очень захотеть, найдется линия, которая на что-нибудь на небе показывает. Задним числом совпадения ищутся легко. Так что дальше стоит смотреть не на одно красивое подобие, а на то, набирается ли этих сходств столько, что случайностью объяснить уже трудно. Если это карта неба, то нарисована она не звездами, а горами камня. А рядом с ней течет Нил. По небу вдоль пояса Ориона тянется светлая полоса Млечного Пути, как река из звезд. Пирамиды стоят к западу от Нила. Пояс Ориона стоит к западу от Млечного Пути. Запад для египтян и был стороной ухода. Там садится солнце, и хоронили всегда на западном берегу, лицом к закату. Пирамиды не просто стоят слева от реки, они стоят там, где по их вере и положено месту перехода. В древнейших религиозных текстах, вырезанных в этих самых пирамидах, Нил прямо назван земным отражением небесной реки. Получается не набор из 3 точек, перенесенных на песок, а целый кусок неба, опущенный на землю и выложенный из воды и известняка. Но для египтянина звезды были не украшением потолка, и здесь совпадение перестает быть просто совпадением. Каждая звезда — это сила, которая что-то делает. Орион для них — это Осирис, бог, которого предали и погубили, а потом собрали и вернули к жизни. Его история — короткая формула того, как устроен любой цикл — распад, переход, возвращение. То, что ушло, не исчезает совсем. Оно ждет, чтобы вернуться. Орион разыгрывает эту историю на небе каждый год. Он поднимается, идет по дуге, уходит за горизонт примерно на 70 дней и появляется снова. Ровно столько же, 70 дней, длилось у египтян приготовление умершего к переходу в другой мир. Звезда уходит, человека готовят. Звезда возвращается, он готов. Само приготовление шло неспешно, по этапам.
и укладывалась ровно в тот срок, что созвездие пряталось под горизонтом. К возвращению Ориона умершего провожали в путь. Тексты пирамид говорят о душе умершего царя, что поднимается к звездам пояса и занимает там свое место. В камне вырезано что-то вроде «Смотри, он пришел, как Орион». Небо задавало такт, а срок прощания с умершим отмеряли по звезде. Рядом с поясом сияет Сириус, самая яркая звезда всего ночного неба. Это богиня Исида, та, что в мифе и собрала Осириса заново. Сириус тоже пропадает с неба примерно на 70 дней, а его первое появление на рассвете после долгого отсутствия из года в год совпадало с разливом Нила. Египтяне следили за этим тысячелетиями, и с этого рассвета начинали Новый год. Не праздник ради праздника, а видимое подтверждение, что порядок опять держится. Исида вернулась. Вода поднимается, поля оживут. И так каждый год, снова и снова. На возвращении одной звезды они выстроили календарь, который держал счет дням не хуже нашего. И все это без единого прибора, одними наблюдениями с крыши храма из поколения в поколение. А над всем этим кружат звезды, которые никогда не заходят за горизонт. Те, что вечно ходят вокруг северного полюса неба и не гаснут ни на одну ночь. Египтяне звали их непогибающими. Все остальное на небе рождается и гаснет каждые сутки, а эти были здесь вчера, есть сегодня и будут завтра. Вечность, которую видно невооруженным глазом. В одном из текстов сохранились слова умершего царя: «Перейду туда, где не погибающие звезды, чтобы быть среди них». Не поэтический образ, а скорее указание маршрута. Вернемся к тем самым каналам, с которых все началось. Из камеры царя 2 таких хода уходят на север и на юг. Из нижней камеры тоже 2. Южный ход из камеры царя во времена постройки смотрел точно на пояс Ориона, к Осирису, туда, куда по текстам и должна была подняться душа царя. Южный ход из нижней камеры направлен на Сириус, к Исиде, к силе, что собирает распавшиеся заново. Северные ходы обеих камер обращены к области непогибающих звезд, к вечности. 2 из этих шахт выходят наружу, а 2 другие, те, что из нижней камеры, не ведут никуда. Они заканчиваются внутри пирамиды, запечатанными дверями. Ход, который замурован с обоих концов, воздух не гоняет. Значит, это не вентиляция. Хотя серьезные исследователи долго и разумно считали именно так. При тех данных другого объяснения просто не было. Это прочерченные в камне направления, каждое к своей звезде и к своей силе. Канал шириной с ладонь, тесный и холодный, идет сквозь сотни метров цельного камня и на всем этом пути не теряет прицел, держит направление на одну единственную точку небосвода. Снаружи здание, карта неба, внутри встроенные маршруты. В этом прочтении пирамида уже не изображение звезд, а устройство. Место, где душе проложен путь наверх, к определенной точке, а не в пустоту. Если такой неспешный разбор древностей вам ближе, чем погоня за сенсацией, подпишитесь. Тем, где детали важнее легенды, здесь хватает. К востоку от пирамид лежит сфинкс, вырубленный из цельной скалы около 73 метров в длину и 20 в высоту, с телом льва, и смотрит он строго на восток, туда, где встает солнце. А земная ось медленно раскачивается, не за годы и не за века, за тысячелетия. Из-за этого точка, где солнце восходит в день весеннего равноденствия, очень медленно ползет по кругу зодиака, из одного созвездия в соседнее. Скорость около 1 градуса за 72 года. Градус на небе — это примерно ширина мизинца на вытянутой руке. За целую жизнь наблюдателя картина звезд съезжает всего на такую малость. Полный оборот — примерно 26 тысяч лет. Одно созвездие держит рассвет равноденствия около 2160 лет. Это дольше, чем нас отделяет от Римской империи, дольше всей истории христианства. За одну такую эпоху народы успевают подняться, расцвести и исчезнуть, оставив после себя камни и вопросы. Была эпоха, когда в это утро солнце вставало на фоне созвездия Льва.
каменный лев на земле смотрел на восток, на своего звездного двойника в небе. В прочтении Бьювала сфинкс не просто страж, а метка на циферблате. Указание на конкретный оборот огромных часов, на то утро, с которого шел отсчет. Уловить такое движение за одну жизнь нельзя. Оно слишком медленное, человек его просто не замечает. А цивилизация, стоящая тысячи лет, замечает. В этой версии важнее даже не Орион, а разница скоростей. Гиза стоит неподвижно, пирамиды, Нил, сфинкс, а небо над ними поворачивается, и нынешняя полярная звезда через несколько тысячелетий уступит место другой. Неподвижная схема на Земле и медленно плывущее небо над ней — это устройство отсчета. Часы, у которых один оборот стрелки длиннее всей письменной истории человечества. Они показывают не который час, а где мир стоит внутри очень большого круга. Пока Гиза стояла на своем месте, рассвет равноденствия успел перейти из созвездия Тельца в Овна, а затем в Рыбы. И никто на плато не сдвинул ради этого ни камня. У египтян было для такого свое понятие «первое время». Тот изначальный момент, когда боги установили порядок. Точка начала, к которой всегда можно вернуться, если знаешь, как ее прочитать. Порядок, по их вере, не держится сам собой. Его нужно возобновлять снова и снова. Обрядом, счетом дней, камнем, положенным в верном направлении. Их цивилизация простояла около 3000 лет. Достаточно, чтобы поколения жрецов своими глазами увидели, как смещается звездное небо, и поняли, что это не разовый сбой, а медленное, вечное движение. А знание о таком движении можно записать так, чтобы оно пережило своих создателей. Не на свитке, а в камне, в направлениях, в углах ходов, проведенных сквозь гору. У этого способа есть преимущество перед любым текстом. Надпись нужно уметь прочесть. Для нее нужно знать язык. Направление на звезду и точный угол перевода не требуют. Тот, кто через 1000 лет посмотрит на небо и на камень, увидит то же, что видел строитель. Пора назвать вещи своими именами. Все это про чтение, про пояс Ориона, про сфинкса часы, про небо, опущенное на землю, связано с именем Роберта Бьювала. И большинство египтологов его не принимают. У них есть причины. Совпадение пирамид с поясом Ориона не идеальное. Положение третьей пирамиды укладывается в рисунок с натяжкой, а даты, к которым отсылает вся конструкция, спорят с тем, когда пирамиды, по всем прочим данным, действительно построили. Как единая красивая теория обо всем сразу, это, скорее всего, не устоит. Поэтому честнее называть ее гипотезой, а не разгаданным устройством Гизы. Отними у истории Бьювала и всю его теорию, и часть фактов никуда не денется, потому что это не толкование, а измерение. Пирамиды действительно ориентированы по северу точнее, чем дает магнитная стрелка. Небо над Гизой действительно медленно поворачивается, и это движение реально, его можно посчитать на любой калькулятор. Ходы внутри действительно нацелены туда, куда нацелены. 2 из них действительно не ведут наружу и заканчиваются запечатанными дверями. И люди, поднявшие все это, действительно наблюдали небо 1000 лет. И даже если звездная карта — ошибка увлеченного человека, кое-что в самой этой ошибке остается правдой. Кто-то 4500 лет назад складывал камень с точностью до волоса, тянул тесные ходы к определенным звездам и запечатывал за ними двери не для своего поколения, которое все равно не заглянуло бы внутрь, а для кого-то потом. Папирусы истлели, языки строителей умерли, имена их богов сменились чужими, а разметка на плато осталась стоять, обращенная к тем же точкам неба. Пусть даже конкретная карта прочитана неверно, желание сказать что-то сквозь 1000 лет прочитано верно. Так что вопрос в конце не про то, права теория или нет. Вернемся туда, где начали,
Глубоко в камне стоит вторая плита. Робот уперся в нее и дальше не прошел. За ней тесная темнота, которую пока не измерил ни один прибор, и никто не знает, тупик там или еще один ход. Красные знаки на полу перед ней вывели охрой те, кто строил пирамиду, и с тех пор к ним не прикасался никто. Дверь так и стоит закрытой.